Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. И давайте сегодня продолжим нашу серию раскладов. Они будут без коррекции раскладом, чисто ознакомительные. Уже есть расклад «Мои отношения с загаданным мужчиной». Сейчас мы сделаем расклад «Мои отношения с подругой». Ну, еще будет расклад «Мои отношения с коллегой по работе». Итак, что это за расклад? «Мои отношения с подругой». 3 варианта будет. Да, мы посмотрим ее истинные мысли о вас, ее действия и ее отношение к вам. Да? И можно загадать 3 разные подруги, да, 3 варианта. Можно загадать одну подругу, узнать. Ну, то есть это без коррекции расклад. Обычно у меня все расклады с коррекцией. Если нужна коррекция, ищите другой мой расклад. Итак, мои отношения с подругой. 3 варианта. Смотрим ее истинные. Первый вариант. Ее истинные мысли обо мне. Второй вариант. Ее истинные мысли обо мне, о вас. Что она там истинно думает, что у нее в голове. Третий вариант. Ее истинные мысли обо мне. То есть вы можете остановить видео, загадать 3 подруги, одну подругу, выбрать первый, второй, третий вариант. Дальше посмотрим. Ее действия, да, что она там делает, когда вы не видите по отношению к вам. Да? Давайте посмотрим, заглянем. Ее действия по отношению к вам. Первый вариант. Ее действия по отношению к вам. Второй вариант. Ее действия по отношению к вам. Третий вариант. И посмотрим реально ее отношение к вам. Ну, вот, пойдет она за вас в огонь и в воду или не пойдет. Ее отношение к вам. Первый вариант. Ее отношение к вам. Второй вариант. И ее отношение к вам. Третий вариант. Так. Первый, второй, третий. Остановили, загадали, подумали, выбрали. Так, первый вариант. Смотрим. Ее истинные мысли обо мне, о вас. Ну, она вас искренне жалеет. Она считает, что вы стали жертвой, необоснованной жертвой каких-то людей, какой-то ситуации, что вас вот так вот приковали, да, притом это происходит циклично, потому что это колесо фортуны, да, и буквально вот колят иголками. Мысли, вот пускай вы разные, пускай у вас разная ситуация, да, пускай она птичка без крылышек с человеческим туловищем, да, а вы девочка с человеческим туловищем, но с крыльями. Вы все равно одно целое. То есть ее мысли, она полностью думает о вас. Она полностью, ну вот, переживает, живет вами. И ее мысли относительно вас, ну, ей хочется, чтобы вы куда-то вместе как-то развеялись,
как-то пришли в состояние радости, да, цикличное состояние радости, что вырваться из вот этого вот цикла на веселый цикл, да. Ее действие, да, что она, ее действие. Ну, смотрите, она искренне хочет вам добра. Она видит в вас зеркальное отражение свое. То есть она даже высшие силы просит о том, чтобы вам помогли. Она готова ради ваших каких-то проблем или общих ваших проблем подняться высоко через все трудности. И также карта мага выпадает, то есть она готова применить все усилия. И материальную помощь, и физическую помощь, и словесную помощь. То есть она хочет стать для вас реальным магом. Ее истинное отношение к вам. Ну, это сложные отношения. При всем этом она может даже это не показывать, что она искренне выражает. То есть она показывает свою одну какую-то сторону. То есть она показывает, что, может быть, чтобы не нагнетать ситуацию о том, чем она переживает. Да? То есть она показывает себя не так, насколько она вам искренне желает добра. То есть она не показывает на показ свои действия, которые она положительные делает к вам. Она немножко закрыта, да, то есть она не показывает. Вот, ну, мне вот идет картинка, что человек достаточно легкий, и он вас пытается этой легкостью заразить. Да, то есть не нагнетая, не так, чтобы прям сели и выплакались ей, а наоборот, открывая прекрасные возможности. Да. Также этот человек, возможно, увлекается психологией, да, какие-то книги читает по психологии, дает какие-то вам советы дельные. Но есть какой-то обман, возможно, он в вашу пользу, да, но в ближайшее время будет какой-то обман с ее стороны. То есть где-то она вас ярко подведет. Или она вообще, ну, у нее есть такие качества, что она не выполняет своих обещаний, хотя искренне их хочет выполнить. Такая у нас подруга под номером 1. Так, смотрим отношения с подругой под номером 2. Ее истинные мысли о вас. Расклад Таро. Ну, она видит вас, свою вторую половинку. То есть у вас как бы две головы на двоих, ну, фактически одно туловище. И шатаетесь вы на качельке туда-сюда. Это может говорить о том, что, возможно, у вас отношения не всегда одинаково ровные, да, но может говорить о том, что из плохого в хорошее вместе с ней постоянно. Но в любой самой шаткой ситуации вашей вы все равно находитесь в тройке кубки в вашей компании. Да, иногда можете даже хорошо провести время. Карта тройка кубки говорит с употреблением приятного алкоголя. Или просто повеселиться, или просто выпить чай. То есть компания, которая вас спасает из всех ситуаций. Загаданная подруга.
Ее действия. Ну, как-то так показано, что она или вам помогает на работе, или помогает вам с работой, или делает за вас какие-то бумажные дела, или советы какие-то дает, я не знаю, там, по ведению хозяйства, по экономии, по подаче каких-то документов куда-то. То есть что-то, кроме дружбы, вас связывает еще что-то с документами, с компьютером, с общением. Возможно, вы много общаетесь через социальные сети. Вот такие ее действия. Но карта также показывает, что, возможно, она вам даже об этом не говорила, но сейчас ей тоже не сильно сладко. Возможно, это ссора между вами, возможно, это какие-то личные ее неприятности. То есть мыслей у нее очень много по этому поводу, и она расстроена, ее тоже нужно поддержать. Также говорится о том, что ее действия по отношению к вам как-то связаны с вашим домом. То есть что-то совместное в доме вы делаете. Ничего плохого в ее действиях я не вижу. То есть довольно тесная связь. Ее отношение к вам. Ну вот смотрите, выпадает карта 0. Да, карта шута в обычной колоде. Но в данном случае это говорит немножко о другом. Ей все равно, что у вас, как вы одеты, как она одета. То есть ваши отношения уже выше этого. Все равно какие ситуации происходят, да, все равно она будет рядом. Я не знаю, буквально там в халате проедет через весь город, или в тапочках пробежит к соседнему парадному с чашкой кофе. То есть здесь отношения выше, чем внешние, да. То есть нету рамок того, что вот я не накрашена, я не могу тебя видеть, да. Я не знаю, там у меня дома не прибрано, ты не можешь прийти. Здесь отношения другие. Также ее очень заботят ваши проблемы и ее проблемы. Она постоянно думает, как их решить. То есть у нее миллион идей, как сбросить этих ящериц, хотя они ее очень донимают. И также, ну, часто вы общаетесь вечером. Вечером иногда можете проговорить целую ночь. Так, третий вариант подруги. Посмотрим ее. Так, что у нас так все некрасиво сдвинулось. Сейчас мы поправим. Тоже очень интересно. Ну, это у нас такая девушка, женщина, возможно, зрелая женщина, которая, она такая вот вся манкая. Есть такое слово манкая. То есть на нее, как на мед, слетаются и мужчины, и женщины. Она всем нужна, она всем поможет. Она всегда открыта. То есть вот мед, пчелы, это у нее миллионы мыслей по поводу вас. Она хочет вам дать все, что возможно. Также следующая карта говорит о том, что это отношения очень давно. Да? Ну или они не очень давно, но уже переросли настолько, или перерастут настолько сильные, глубокие отношения, которые всегда приводят, ну, как бы веревочка не вилась, вы с этим
Этот человек о вас думает, вы думаете о нем. Вот так. И также карты характеризуют ее, что у нее очень много интересных идей. При этом и идея о том, как провести веселее время, это и как мужчин привлечь, и как быть более привлекательной, более сексуальной. Ну, хорошо мыслит. То есть она вас видит подругу, которую будет с вами длительное время, с ней будет, да. Она хочет, чтобы вы лучше выглядели, лучше состояние у вас было, и она готова делиться всем, что у нее есть, да. Ее действия по отношению к вам. Ну, ее действия тут почему-то показывают, ну не почему-то, карты показывают, что она то ли была у вас на свадьбе, то ли будет на будущей свадьбе. Ну, или полностью была в отношениях, в которых вы были погружена близко. Вот, то есть она поддерживала вас в отношениях, которые у вас были и будет поддерживать. Как бы тяжело это ни было, какие бы дурные мысли к вам ни шли, она всегда будет вот как эта фея, да, стучаться в окошке, чтобы помочь вам. Ни одной с этими безумными мыслями, которые не дают плохие спать, да, а прийти и помочь вам. И она всегда искренне рада вашим победам на работе, в личной жизни, в семейной жизни. Любым вашим победам она всегда рада. Ее отношение к вам. Ну, ее отношение к вам это и в горе, и радости. Видите, карта показывает, что девушка продает свой дом, в котором она жила. Дай Боже, чтобы для того, чтобы переехать в более лучший дом или меняет работу. Здесь условно любое событие, которое произошло в жизни вашей. Я не знаю, смена партнера, смена работы, смена это, она везде стоит рядом. Она буквально стоит рядом, чтобы вас поддерживать. Это отношение к вам. Следующая карта показывает, что вы много праздников проводите вместе. Что вы, не знаю, ну просто не только праздником, да, куда-то ходите вместе, пьете кофе, дома пьете кофе, общаетесь. И она хочет вам помочь, реально помочь с деньгами, с работой. То есть она вот такой крепкий камень, такая вот точка опоры вашей. Вот такие у нас сегодня 3 подруги. Каждая из них уникальна по-своему. Меня зовут Луна. Лайкайте, подписывайтесь и ждите следующего расклада. Ваша Луна.